Ну вот, площадка "Инстаграм" совершенно не предназначена для того, чтобы на ней проводить какого-либо рода эфиры. Понятное дело, что если это какая-то говорящая голова, на которую хочется смотреть, то да, это подходит. Но для того, чтобы продемонстрировать, картинки, фотографии, видосы, свои презентации и так далее, все что угодно, это совершенно неудобно. Вот поэтому с горем пополам, конечно, мы разобрались, с этим эфиром, поэтому дублирую сюда все то, что я говорила на эфире, в записи. Хорошо, что подстраховалась и сделала вот такую вторую запись, поэтому можно будет и здесь посмотреть, и в "Инстаграм" посмотреть версию без, вставок, без фотографий, без обработки. Тема "Безопасное снятие искусственных ресниц". Так, процесс, вижу, я пошел. Процесс пошел. Напишите, как обычно, по традиции, как видно, как слышно, потому что у меня все работало идеально до того момента, как я захотела записать вам сторис, что я уже готова, выхожу в эфир, все снова зависло. Но такова площадка, знаете, неудобная совершенно эта площадка. Я считаю, что для проведения таких эфиров нужно что-то другое использовать. Не знаю, какие-то другие, варианты, где можно и демонстрацию экрана там, например, сделать, и показать свою презентацию и так далее. Но это мое такое, видите, утреннее понедельничное настроение, которое такое уже немножко немножко с негативом, что ли. Не, ну я без негатива, если честно. Я просто говорю, что хочу вам сегодня показать все то, что приготовила, но не знаю, как это всё получится. Вот сейчас уже, по-моему, ничего опять не работает. Попытка номер 2. Я ничего не понимаю, работает или нет. Сука. Так, я сейчас уже начну нервничать. Доброе утро. Доброе понедельничное утро. Так, все, ладно, давайте. Нам придется сейчас немножко помучиться. Извините, пожалуйста, но это правда так и есть, здесь ничего не поделать. Вот ура, зашла, но я так чувствую, что я еще не зашла сама. Да черт тебя побери. Прерван, окей. Опять, сука, висит. И тут висит. Все, прекрасно, реснички Натальи, привет. Сердечки вижу. Так, вроде бы, господи, все работает, наконец-то. У нас сегодня открытие марафона, утреннее обучение, которое касается безопасного снятия искусственных ресниц. Я именно делаю акцент на безопасность, потому что чаще всего проблемы возникают как и у мастеров с этим снятием, так и у клиентов в виде там ожогов и всякого дискомфорта и так далее. Поздравляю вас с открытием нового сезона и заранее сразу благодарю всех тех, кто подключается. Я знаю, что с трудом, но все-таки то, что вы здесь, то, что вы нашли время, то, что смотрите, спасибо вам большое. Итак, сегодняшний эфир у нас будет для кого? Да не знаю я, кто будет смотреть этот эфир. Возможно, вы вообще находитесь на стадии принятия решения, то есть вы еще не являетесь, например, мастером по наращиванию ресниц и думаете о том, вступить ли в профессию, например, и хотели бы получить хотя бы какое-то приблизительное понятие, с чем вам придется впоследствии работать. Вторая категория – это мастера уже работающие, но получившие по каким-то либо
по причинам искаженные знания по работе с снятием, ошибочные знания. То есть им рассказали, как это делать, но неправильно. И поэтому, по этой причине последовательность просто нарушена, и из-за этого мастера вот сталкиваются с проблемами и не понимают вообще, что делать. Бывает и такое. Третья категория, для кого наш сегодняшний эфир, это давно работающие мастера, но которые могут все-таки, несмотря на свой большой опыт и то, что там давно работают и много клиентов, они могут так или иначе сталкиваться с трудностями в работе, потому что иногда даже самые простые вот вещи, которые повседневные, которые лежат, ну, буквально на поверхности, они все-таки требуют многократного повторения мастером, их усвоения и внедрения в свою работу. И в этом нет ничего страшного, как бы каждому нужен свой срок для того, чтобы какие-то моменты, аспекты привнести в свою работу, их усвоить, применить в жизнь, потому что профессия у нас действительно сложная, и уследить за вот всеми нюансами, ну, бывает очень сложно, в общем, и выполнить их безупречно уж тем более. И наверняка среди нас присутствуют безумные профи там в снятии, которые после прослушивания моего, допустим, выступления тоже, вероятно, смогут изменить каким-то образом последовательность своих действий, изменить, может быть, заменить какие-то препараты, которыми они раньше пользовались и так далее. И таким способом усовершенствовать уже свою и без того клевую там какую-то технологию. Вот, может быть, и для них я стану полезным. Единственное, кому этот эфир не подходит и кому я полезным не буду, это желающим обрести навык самостоятельного снятия искусственных ресниц в домашних условиях. Потому что ни слова о снятии вот домашнем сегодня не будет, и сколько бы ни было положительных отзывов об удачно вот этих проведенных самому себе процедурах, я не считаю этот способ безопасным. Итак, я готова начинать. И для разминки я хотела начать с самого начала, продемонстрировать вам несколько слайдов и рассказать о том все-таки, из чего состоит ресница и так далее. Значит, что за ресницы? Мы все-таки работаем с видимой частью волоска, которая находится на поверхности. И, соответственно, работаем химическими составами, которыми мы можем приклеивать искусственные ресницы и потом их, соответственно, удалять. Но живая часть волоса, как известно, она находится внутри в эпидермисе, и, соответственно, к этой волосяной луковичке подключены разнообразные кровеносные сосуды, там все эти штучки, которые ее питают, и все процессы происходят вот как раз-таки внутри. Вот. И луковица циклично проходит 3 стадии роста, скорее всего, вы все это знаете, и одна из них заканчивается, естественно, выпадением, собственно, этого волоса. Так вот, так что же такое снятие и когда оно необходимо? Я вчера вот корректировала это предложение, оно было нормальное, но я его таким образом что-то закрутила, завертела и как-то усложнила слишком, но все-таки вот оно какое есть. Снятие ресниц – это удаление искусственных ресниц, соединенных ранее с натуральным цианокрилатным клеем, производится с помощью специального состава, который способен разрушать вот эту химическую связь, разорвать ее между ресницами искусственной и натуральной. Значит, снять ресницы можно в каком случае? Всем привет, кто присоединяется. У нас тут все работает, все как надо, кроме презентации. Значит, снять ресницы можно когда? Перед новым наращиванием, например. Это вы все знаете. Далее можно снимать ресницы перед коррекцией. Ну, естественно, то, что отросло, мы удаляем и заменяем на новые. Или на совсем без любого последующего наращивания можно снимать ресницы. Причинами снятия что может быть? Начнем с самого страшного, ужасного, которое точно подлежит снятию обязательно всегда. Значит, при возникновении аллергической реакции. Тема этой аллергической реакции достаточно сложная, она часто путается со вторым моментом, который я сейчас назову, но сама по себе аллергическая реакция встречается, конечно же, достаточно редко,
И она очень тяжело, ее очень тяжело именно поставить такой диагноз. Я сейчас как раз-таки работаю над этой темой, и клянусь, я уже месяц не могу с ней разобраться, потому что даже те видео профессионалов супер, там вообще топовых, в России и не только, они сами иногда не знают ответов на некоторые вопросы. Куда уж там мне. Но это я немножко в аллергию. Это планирую все-таки вот в феврале, в начале до там, 15 числа выпустить видео о аллергии. Значит, аллергическая реакция, если возникает, безусловно, в любом случае мы снимаем искусственные ресницы, потому что единственный способ избавиться от аллергии – это убрать аллерген. То есть не бывает такого, что у вас сейчас чуть-чуть вот какая-то аллергия, и она прошла. Нет, она будет постоянно вас беспокоить. Поэтому единственный способ избавиться от реальной, не псевдоаллергической реакции – это удалить, снять. Ну, соответственно, ресницы, потому что мы о них сейчас. И вот как раз-таки аллергическую реакцию можно часто спутать со вторым пунктом. Это то, когда ресницы доставляют дискомфорт и, соответственно, нарушены технические правила. То есть технология наращивания нарушена, и, соответственно, это два взаимодополняющих пункта. То есть если технология нарушена, то будет дискомфорт. А если у клиента дискомфорт, то, скорее всего, что-то по технологии вы там немножко накосячили. Вот. Следующий момент, какие могут быть причины для снятия. Эффект наращивания не удался. Может быть такой? Ну, конечно, может быть. Значит, эффект наращивания не удовлетворил клиенту, ну, не понравилось, ну, что вот сделаешь? И самое главное, что его нельзя никак изменить, его проапгрейдить невозможно, и поэтому мы обязаны снять ресницы. Такое тоже случается. В принципе, иногда, если речь не идет о каких-то экстремальных там длинных и эффектах, можно доработать, что-то там подставить, каких-то лучиков, где-то добавить объема, где-то убавить объема. То есть с этим можно работать. Но если тотально, колоссально, все фатально и эффект не нравится, то клиент, конечно же, будет просить снятия, ну и как бы можно снять ресницы. Клиент не планирует продолжать носить ресницы, просто не планирует, не потому что ему не нравится, не потому что он не хочет, не потому что ему надоели, просто он не хочет и все. Ну, по любым своим причинам, неважно. Просто он может вчера нарастить, а сегодня захотеть их снять. И такое тоже может быть. И любые другие варианты вы можете написать, какие могут быть причины снятия. Наверняка я что-то не сказала. Итак, какие же все-таки способы есть снятия? Значит, их я выделила 4 штуки. С помощью растворителя, с помощью ремувера, естественно, это наш самый главный, да, и, в принципе, правильный этот процесс, которым мы, мастера, пользуемся. И каждый должен о нем знать. Вот, собственно, почему мы сегодня здесь собрались. Второе – это снятие механически мастером. Но вы знаете, что это такое. Пинцетами отрывать ресницы друг от друга. То есть искусственно отделять от натуральной. Такое тоже может быть. Третье – естественное обновление ресничного ряда. Здесь нам вообще ничего делать не надо. Клиент просто ходит с этими ресницами, и, соответственно, они меняют свою фазу роста, и сейчас об этом подробнее скажу. И четвертый способ, который я выделяю, это механически клиентам, то есть когда клиент их вырывает. Вот давайте мы сейчас поподробнее об этом и поговорим. Значит, начнем с самого безопасного. Это клиент носит ресницы до полного обновления ресничного ряда. Значит, смотрите, какая здесь штука. При правильно выполненной технологии и разумном подборе параметров, таких как длина, толщина, объем и так далее, ресницы меняют свои фазы роста. И, соответственно, без вреда для натуральных все это выпадает и выпадает в положенное время, тогда, когда им нужно упасть. Вот. И таким образом вы, например, можете клиенту сказать, чтобы она ходила вообще до того момента, пока все ресницы там, да, не выпадут, и все, и вообще ничего снимать не придется. Но здесь есть несколько моментов. Один совет. Тогда в таком случае, если вот такой вариант клиенту и вам подходит, лучше отдавать предпочтение более тонкому диаметру ресниц, длины не делать экстремальные большие, то есть это все должно быть максимально эстетично выглядеть, чтобы при
при обновлении вот этих вот искусственных ресничек не создавалось эффекта впечатления, что просто какие-то там здесь черно, здесь дырка, ну, в общем, чтобы не было вот такого эффекта. Вот. Также можно в таком случае клиенту порекомендовать пользоваться тушью, например. Так и говорите, вот они начинают выпадать, там к 3 недели плюс, можете подкрашивать тушью, и тогда тем более еще больше будет нивелироваться это выпадение, и, соответственно, вот таким образом можно, ну, такой самый естественный процесс снятия ресниц происходит, в общем, самостоятельно. Более носибельно и безопасно, да. Следующий способ. Клиент, вот как раз-таки здесь клиент нарочно, осознанно, неосознанно вырывает ресницы. Смотрите, что такое, что бывает, какие два здесь варианта бывают. Не знаю, с каким вы сталкивались, с каким нет, но случается разное. Клиент, значит, часто, когда объем, толщина, длина искусственных ресниц, они не подходят вот к натуральным и вызывают огромный диссонанс. Наверняка вы видели там большие объемы, да, когда клиент носит. Соответственно, со временем образуются пробелы в некоторых частях, в некоторых зонах. И клиента это может начать бесить. Ну вот если по-простому, просто начинает, короче, клиент это все бесить, и она начинает их вырывать. Потому что здесь пусто, тут густо, и типа идти не хочется снимать, она начинает их вырывать. Вот. Значит, что такое дальше у нас? Извините, я не буду пока читать комменты, я потому что отвлекаюсь. Значит, возникают вот эти пробелы, и клиент может начать вырывать ресницы, и, естественно, этот процесс неконтролируемый, ресницы вырываются со своими, с натуральными. И также такое вырывание может встречаться в состоянии нервного там, возбуждения или на фоне какого-то стресса. Эта штука называется... Я сейчас прошу прощения, гуглану быстро, потому что забыла. Трихотиломания. Вот, трихотиломания называется это все. Значит, и в таких состояниях клиент просто не контролирует себя, и она вырывает. И здесь даже дело не в искусственных. Может он вообще ресницы никогда не наращивать, но просто вырывает на себе волосы. Вот, короче, такая тема тоже может быть. У меня была такая клиентка. Далее, этот способ неизбежно приведет к облысению и выпадению ресниц. Я все понимаю, что иногда мы сами, даже мастера, чего-то там можем, да, подковырять и так далее, но нужно обязательно клиентов предупреждать, что вы, конечно, можете все себе выдрать, вырвать, пожалуйста, но это очень плохо, так делать нельзя, лучше придите там, к мастеру или дождитесь, пока они сами все выпадут. Вот. Важно очень клиенту обо всем рассказывать и рассказывать о последствиях, рекомендовать все-таки обращаться к специалистам. Итак, следующий, также не очень безопасный метод, это механический способ. То, о чем я говорила, это уже здесь дело рук наших, да, мастеров. Мастер с помощью 2 пинцетов отсоединяет механически искусственную ресницу от натуральной. И таким образом получается, что делает снятие. И смотрите, здесь какая штука. В случае, когда сцепка непрочная, бывает такое, много времени прошло, или просто ресницы плохо между собой склеились, да, вы без труда, без малейшего можете эти реснички друг от друга отсоединить, и совершенно ничего не будет. То есть так делать в принципе можно. Но если искусственная ресница очень-очень плотно, крепко приклеена, вы, соответственно, начинаете разрывать друг от друга ресницы, и натуральная будет повреждаться. И она не только может расслоиться, с нее может сняться вот этот самый верхний слой. Вспоминайте, опять же, у меня есть здесь слайд о том, как строение ресницы какое, да, и вот этот верхний самый слой кутикулы, он, соответственно, удаляется от таких манипуляций. Обязательно ресницы страдают. Они становятся хрупкими, ломкими, они теряют блеск. В общем, это тоже не самый лучший вариант, они плюс запутываются. Сейчас, секунду.
Плюс ко всему, наверняка вы могли такое встречать. Мастер работает супер, склеек нету, отступ классный, но за счет того, что она вот таким образом механическим снимает ресницы, да, то получается то, что ресницы повреждаются даже вот от просто такого дурацкого снятия. И, соответственно, наша главная тема — снятие ремувером. И есть 3 вида ремуверов. Самый страшный, ужасный, это дебонтер, так называемый. Наверняка вы видели. У меня сейчас все есть. Вот, все у меня тут есть. Сейчас я вам все покажу. Так. Значит, вот такую штуку наверняка вы видели и знаете. Вот такую. Это страшная вещь, называется жидкий ремувер. Сейчас я вот только 5 сек про него, потому что, ну, жидкие-то бывают разные. Вот еще есть, например, жидкий ремувер от Lovely. Ну, как бы, тоже, честно говоря, я не очень приветствую вот такое его использование. Вот, значит, этот жидкий ремувер очень плохая вещь. Она небезопасная для клиента, уж тем более. То есть снимать им искусственные ресницы, ну, блин, лучше не надо. И более того, пользуясь случаем, Виктория, прости меня, пожалуйста, она была моим первым клиентом в 2012 году, и я снимала ей ресницы вот этим вот штукой. Прошу прощения. Это реально непригодно ни для какого снятия и для работы с клиентом. Бывает, что вот прям маленькая какая-то точечка там, да, клея осталась, и жидким как будто бы быстрее это снять. Конечно, жидким быстрее, но все-таки лучше гелем, вот про который мы сейчас будем говорить. Поэтому вот эти все жидкие штуки, они, конечно, помогают в очистке инструментов, например, каких-то рабочих поверхностей, одежды, пожалуйста, можно их использовать. Далее, второй мой вообще фаворит – это гелевые ремуверы. Значит, у гелевого есть несомненное преимущество – это скорость экспозиции. Там буквально 1-3 минуты, и все уже, то есть процесс идет крайне быстро. Но вместе с тем огромным преимуществом скорости, которое, конечно же, нам нужно стремиться, чтобы снятие не занимало там нашей работы там 20-30 минут, это все неправильно, так быть не должно. Нужно быстро работать. В скорости также наша сила, наше преимущество даже перед клиентами, да и самим нам лучше быстрее закончить работу. Вот. Но за счет того, что гелевый ремувер все-таки достаточно жидкий, случается попадание в глаза достаточно часто. Поэтому главное здесь при работе с гелевым ремувером наносить вот прям совсем чуть-чуть на те только места, вот где есть сцепка с натуральной. И самый безопасный, как мы все знаем, это кремовый ремувер, да, абсолютно любой, наиболее самый он удобный, кремом как бы пользуются все. Но за счет того, что у него густая консистенция, только за счет этого он считается безопасным. Пожалуйста, вот эти все сказки не слушайте, что травматичный ремувер, его можно наносить на кожу, если он в глаза попадет, ничего не будет. Все будет. То есть не бывает травматичных средств для снятия ресниц. Значит, наиболее удобный и наиболее всем привычный это кремовый. Но как раз-таки у него бывает скорость экспозиции разная, то есть здесь в зависимости от того, какая это там марка, фирма, что они там туда добавляют. То есть, ну, в принципе, 5-20 минут, ну, 20 это долго. Но есть совершенно непригодные вещи, как кремовые ремуверы, понимаете, они могут быть тоже разными. Вот смотрите, несмотря на то, что сейчас огромный большой ассортимент там любых средств для снятия у нас есть, существуют совершенно непригодные материалы, которые даже нанести невозможно. Они крошатся, что-то там разваливаются, очень долго работают. Запомните просто одну вещь. Если работа с ремувером доставляет вам неудобства,
какие-то требуют специального какого-то к себе отношения, да, на любом этапе, то смело отказывайтесь от таких вещей и их просто-напросто ликвидируйте. Потому что на рынке достаточно препаратов, с которыми работать легко. Ремувер – это не та вещь, которую нужно для нее еще специально постараться, чтобы она каким-то образом заработала. Вообще нужно все свои процессы упрощать, то есть работать теми вещами, с которыми работать легко и быстро. Не надо вот это вот самопожертвование, и есть просто ремувер, который, а вы добавьте вот капельку того, а вы вот здесь вот разведите вот этим. Не надо, это лишняя трата денег, времени, и просто зачем это надо, если есть средства, которые работают и без того классно и быстро. Итак, дополнительные материалы и инструменты, которые нужны для того, чтобы сделать процедуру снятия. Патчи для изоляции нижних ресниц, ватные палочки, значит, микробраши, ватные диски, изогнутый пинцет и шпатель. Пошаговая инструкция, как снимать микробрашем. Глаза закрыты. Конечно, глаза закрыты, на открытые глаза делать все это не надо. У меня реально схватывает сердце, когда я вижу вот эти вот видео, где они вот так вот все наносят. Короче, даже я делала так однажды там, или дважды. Можно же все равно самой себе снять. Но это вообще небезопасно реально. Это очень страшно. И бывает, что вот этот комочек, там что-то капнет, упадет в глаз. В общем, нет. Снятие, если это снятие мастером, именно профессионалом, оно должно проходить только вот в условиях нормального оборудованного кабинета, нормальных препаратов и с закрытыми глазами. Итак, микробрашем наносится ремувер равномерно сначала на один глаз, потом на другой. И, соответственно, в те места, где у нас места сцепки, склейки, ресницы искусственные и натуральные, нет никакого смысла тратить больше, например, препарата и наносить его там на кончики, еще куда-то. То есть вот площадь соприкосновения, где у нас есть, туда и наносим. Значит, я сейчас заранее сразу скажу, что я имею в виду нормальное, обычное наращивание по всем техническим параметрам. То есть, где нет склеек, где нормальный отступ. Но вы знаете, какие иногда работы, там, чужие даже могут прийти на снятие. Там эти все правила иногда не работают. Вот. Я говорю о нашем обычном нормальном наращивании, которое технически правильно было выполнено, соответственно. Сейчас работает. Они мне все сбили. Эти звонки, это просто какой-то кошмар. Звонят всякие банки, всякое говно, извините, пожалуйста. С своими предложениями. Просто самое главное здесь у нас начинается. Выдерживаем ремувер на ресницах необходимое количество времени. После того, как выдержали состав, ватные палочки и микробраш, их два надо использовать, палочка и микробраш. Не просто палкой или не просто микробрашем, значит, двумя этими инструментами. Вы начинаете делать что? Снимать весь ремувер, все ресницы, все остатки, все-все-все с глаз. Движениями только от себя, то есть вниз, то есть в глаза клиенту, чтобы не попало, нам нужно соблюдать вот эту технику безопасности и движения все производить только от себя. Обезжиривание это, там что-то вы наносите, то есть движения все от себя. Вы убрали состав, остатки клея с глаз. При необходимости можно пользоваться пинцетом и, заводя его вот в это пространство, где у нас отступ, чуть-чуть призакрывая, убирать. Наверняка видели видосы, у меня тоже был, вот здесь его не получится сейчас показать. Обязательно смотрим, чтобы не доставлять этих дискомфортных ощущений клиенту, да, чтобы ничего не вырывать. Если не идет, нанесите повторно. Главное, что нам нужно сделать в снятии, чтобы оно прошло успешно, это как можно лучше
Значит, нужно максимально вычищать вот это пространство от остатков клея. И, соответственно, пятым пунктом мы отправляем клиента умываться. Либо даем ватные диски, чтобы она протерла. Кому-то подходит одна мицеллярная вода, кому-то она не подходит. У третьих там только водой нужно умыть, четвертым там пенкой специальной. То есть, смотря на то, какие у вашего клиента там предпочтения или особенности, поэтому все делайте индивидуально, подходите к этому процессу. Кто-то хочет в уборную сходить сам, кто-то не хочет. Поэтому абсолютно можете сами умывать. То есть, кстати, вот такая тема тоже есть, когда мастер может сам умывать, то есть клиенту вообще ничего делать не приходится. Значит, самое главное, чтобы защитить веко от состава, есть несколько вариантов. Потому что на кожу этот состав не предназначен. Никакой не травматический ремувер, ничего не предназначено для того, чтобы наносить на кожу. То есть наши составы на кожу наносить нельзя. Ни гелевый, ни кремовый, ни такой, ни сякой, никакой. Что можно делать? Либо ставить патч под веко. Второе, подкладывать шпатель. Наверняка вы тоже видели такой вариант. Или, как делаю я, когда вы наносите на состав на ресницы, придерживать изогнутым пинцетом кончики ресниц таким образом, чтобы к веку не приклеивался, то есть чтобы до века, до нижнего не доставал ремувер. Но, опять же, если патч защитит практически всегда веко клиента, опять же, там спорно с удобством, и я не считаю этот вариант как бы достаточно быстрым и удобным. Есть один нюанс с вот этими вот поддерживанием ресниц вот пинцетом, как делаю я. Не каждые глаза, не каждый разрез глаз, не каждый тип подходит под такой вариант нанесения ремувера. Но опять же, нет и какого-то определенного одного секрета. И шпателем бывает неудобно, и с пинцетом бывает неудобно, и даже патчи не всегда спасают. Поэтому вот 3 варианта на выбор, пожалуйста. Либо патч, либо шпателем, либо попробуйте пинцетиком придерживать. Это тоже очень-очень удобно. Значит, и главная проблема, которая супер всех всегда беспокоит, это после умывания остаются вот эти белые штуки, белый налет. И, соответственно, конечно, скорее всего, все приблизительно знают, а если кто не знает, то это образуется из-за того, что клей растворился ремувером, и, соответственно, вот эти кристаллизованные остатки ремувера, они снова полимеризовались от воды, от мицеллярной воды, неважно от чего, от умывания. И, соответственно, это тот же самый клей. Это значит то, что вы плохо вычистили вот это вот межресничное пространство от клея при снятии. Поэтому я и говорю, что важный самый этап – это именно ватной палочкой и микробрашем хорошенько все это прочищать, 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 прямо вот этому уделить наибольшее количество времени. Так, но ничего страшного. Если образовались эти белые штучки, белый налет, не надо паниковать. Это случается у всех и достаточно часто. И с этим просто нужно, чем больше вы будете работать со снятием, чем больше у вас будет таких проблем, чем чаще вы будете ее устранять правильным способом, обычным, нормальным, и вычищать лучше, потом со временем она у вас вообще, эта проблема исчезнет. Но она у каждого мастера может быть, поэтому не волнуйтесь, ничего страшного. Если появились эти белые штучки, вы делаете все абсолютно то же самое. Просто наносите на эти точечки ремувер. Прям вот по капельке. Неважно, каким там вы работаете, гелевым или кремовым. И проделываете то же самое. То есть наносите также прочищаете и также умываете. Значит, при выполнении этой инструкции, при выборе оптимального средства для снятия, сама процедура должна у вас занимать минут 5-15, не более. То есть, опять же, стремимся к этому времени. Если это ваша работа и все как бы в порядке, все нормально, вы знаете, что вы там делали, то вот 5-15 минут это достаточно, это максимальное время, которое можно, значит, работать со снятием. Однако очень сильно может усложнять работу неравномерный отступ, например, или ресницы, которые приклеены в кожу. То есть вообще отсутствие отступа сильно усложняет работу со снятием.
Наличие склеек также усложняет работу. Или, как мы все прекрасно знаем, скверная работа предыдущего мастера, какого-то другого, может быть, она сильно усложняет вот работу. Поэтому, свои ресницы, ну, свои в смысле, которые сделали вы, снимать всегда легче и проще, потому что там и отступ соблюден, и там склеенных, нет, ну, или совсем чуть-чуть, да, бывает. Вот. А когда это работа другого мастера, мы вообще можем сидеть и по 40 минут снимать. Вот в этом плане ничего страшного. Здесь за временем гнаться точно не стоит. Нужно безопасно, максимально возможно, снять эти ресницы. Опять же, если они приклеены в кожу, ну вот представляете, как можно не нанести ремувер на кожу, если ресницы приклеены к коже. Вот тоже есть задачка, понимаете? Поэтому это все очень деликатнейшая работа, которая требует достаточно большого, больше, чем обычно, количества времени. Но стремимся к тому, что да, 5-15 минут вообще легко и просто. Как можно сделать? Если, там совсем какие-то чуть-чуть остатки ресниц, да, то вы можете использовать, гелевый ремувер, там буквально эти точечки, да, поставить. А бывает такое, что вы не успели подготовиться, например, к рабочее место, и вам нужно компенсировать время, тогда вы ложите этого клиента кремовый, и пусть она лежит 15 минут, у вас есть 15 минут подготовиться, да, если вдруг такое тоже может быть. Итак, главный компонент, который используется все-таки в вот этих всех составах для снятия, это полипропиленкарбонат. И там у меня есть, значит, информация по поводу этого полипропиленкарбоната. И, значит, естественно, ничего там такого страшного, ужасного, но и ничего нового там тоже нету. Это все химические вещества, они обязательно могут вызывать разного рода раздражения, могут там, я не знаю, какие-то покраснения, еще что-то, в общем, реакции. Поэтому во время снятия глаза клиента должны быть всегда закрыты без исключения. Необходимо избегать попадания средства в глаза, на кожу глаз, на кожу век и так далее. При контакте с глазами, с кожей и одеждой нужно избегать. Даже с одеждой, понимаете, я уже не говорю о том, что если ремувер попадает в глаза. Нужно максимально стараться работать по технологии и так, чтобы клиент мог просто без умывания открыть глаза. Клиенты, они, кто-то новый там не знал, они все боятся снятия, очень часто боятся снятия. Но когда им говоришь: "Открывайте глаза, не бойтесь, обещаю, не будет щипать", они открывают, они просто в шоке: "Почему не щипет? Мне всегда жгло невозможно, а сейчас нет, все в порядке". Вот нужно стремиться к вот такой, последовательности, к такой технологии, к такому результату, чтобы клиенту было комфортно снять и чтобы ему это никакой боли не доставляло. Значит, соответственно, мы эти свои штуки, храним в закрытой таре, потому что, опять же, так же, как и у клея, так же, как у обезжиривателя, у всех наших препаратов срок, их годности может на упаковке не заканчиваться, но при неправильном хранении они теряют свои свойства. Поэтому обязательно об этом помним. И там первая помощь, да, при контакте, вот опять же, типа: "Ой, терпите, терпите, вам щипет", такого быть не должно. Срочно смываем, прям промывание глаз, то есть мы никогда не знаем, каким образом клиент может отреагировать на буквально там капелюсечку какого-то состава, который попал ей там в глаз на слизистую, то есть это может заканчиваться очень страшно. Поэтому химический ожог, там, роговицы — это повреждение, которое встречается повсеместно. И, к сожалению, не только от снятия, от наращивания еще более чаще, но почему-то, как ни странно, проблема типа, ну, я считаю, реально номер один, потому что и ученики постоянно приходят с вот этими проблемами, в смысле, они работают так и думают, что это норма, и фотки там какие-то шлют, где глаза красные, и клиенты все говорят, что у них глаза краснеют. Но почему-то, как ни странно, это одно из самых непопулярных моих видео, где я рассказываю, как с этим бороться. Вот и парадокс, пожалуйста.
Зато про то, как быстрее работать, все смотрят. Ладно. Причиной, значит, может быть вот этих ожогов несоблюдение технологии, техники безопасности, факторы, которые связаны с вашей, в первую очередь, неосторожностью, но и с неосторожностью клиента в том числе. Но так или иначе повреждение вот роговицы, да блядь. Сейчас. Повреждение роговицы, конечно, может, привести к ухудшению зрения. И это не шутка. Это реально не шутка. Такие случаи есть, они, к сожалению, бывают, поэтому очень-очень внимательно. Пожалуйста, техника безопасности для клиента. Помимо того, что мы сами за себя, конечно же, в первую очередь должны отвечать, и я всегда говорю про то, что клиент все-таки это ваша ответственность. То есть он к вам пришел, да, и вам нужно создать такие условия, позаботиться о нем и сделать со своей стороны все правильно, да. Но так как не только мы всегда можем делать все правильно и так далее. Клиент может прийти и немножко быть тоже неосторожным, там, неаккуратным и мешать вам. Поэтому нужно обязательно попросить клиента соблюдать несложные совершенно правила для того, чтобы процедура была комфортной. Нужно ей сказать, что во время снятия, пожалуйста, вот 15 минут находитесь в спокойном своем положении, без мобильного телефона, там, без каких-то звонков, без подглядываний, с полностью закрытыми глазами и просто расслабьтесь, чтобы спокойненько вы все это быстренько ей сняли. И также, если вдруг у нее возникают какие-то неприятные ощущения, жжение, необходимо сразу же сообщать, не надо терпеть. Нужно сразу, по мере того, как нарастают эти неприятные ощущения, нужно сообщить об этом мастеру, то есть вам, чтобы вы своевременно могли все это устранить и таким образом избежать повреждений глаз. Но и также неизменными остаются рекомендации, такие как проветривание помещения, обязательно поддержание необходимого уровня влажности воздуха и температуры, то есть климат в вашем помещении. Вот. Опять же, для чего это нужно? Это не нужно не только потому, что вы с клеем работаете, или там клиентка пришла и от нее там запах едких духов. Нет, конечно, у нас должна быть всегда атмосфера в кабинете правильная, потому что все те испарения, пары от ремоверов, от клея, от всех наших вот этих штук, они полимеризуются, они точнее становятся инертными, то есть безопасными только в условиях правильной температуры и правильной влажности. Поэтому вот эти два пункта, они чаще всего становятся главными и основными по решению огромного количества задач. То есть мы как-то пытаемся все усложнить, где-то найти какой-то там сложный ответ. Ответы чаще всего лежат на поверхности. Также нужно обязательно исключать любые контакты с кожей, со слизистой, не только препаратов, которые мы используем, а желательно и инструмент. И, соответственно, плотно закрытые крышки на всех препаратах, которые мы используем. Ну, практически все. Осталось только у меня удаление с одежды и с рук. Потому что, ну, конечно, чаще всего, мы работаем с планшетом, который вот непосредственно рядом с нами, да, находится. И, конечно, наши прекрасные рукава, пальцы, там, кисти рук постоянно испачканные. Помню, сколько я только не перепачкала этой одежды. И одежда хорошая, жалко, а снять с нее порой бывает уже этот клей невозможно. Так вот, чтобы все-таки попытаться, хотя бы попытаться спасти свою одежду или там какую-то капельку клея, если у вас там куда-то капнуло, значит, что мы нужно сделать? Нужно сразу нанести вот как раз-таки жидкий, пожалуйста, он вам здесь поможет, жидкий ремувер или гелевый, например, тоже, ну, пожиже, то есть смысл в том, что он жидкий должен быть, чтобы он прям проник вот в эту вот структуру ткани и смог ее
разрушить там внутри. Вот. И, значит, счищаем либо какой-то щеточкой, либо, я не знаю, может же быть все что угодно. Там щетка для одежды, не знаю, на крайний случай там зубная щетка. То есть какой-то вот щеточкой начинаем все это счищать с одежды после того, как, соответственно, очень быстро сработал ремувер. И желательно без промедления это сделать, то есть максимально быстро, насколько только это возможно. И, соответственно, после этой зачистки отправляем сразу же в стирку. Желательно, если этого позволяет, ну, ткань, можно с ней так работать, значит, мы сразу же отправляем в стирку, ну, и градусов побольше, ну, типа там не 100, конечно, чтобы она там сварилась, но все-таки, да, хотя бы там на 40 поставить. И если, опять же, это возможно, чтобы не испортить одежду совсем. Значит, второй способ, он немножко другой. Наоборот, нужно нужно, подождать, когда клей застынет. Ну, недолго, потому что чем, опять же, он дольше, застывает, то есть там после 2 там, суток, то его уже, скорее всего, вообще не удастся никаким образом снять. Значит, ждем, когда, мы, ждем, когда, капелька ой, извините, я не подождать, когда он застынет. Короче, все, он застыл. Вы кидаете свою одежду в стирку. Опять же, желательно в горячей воде и желательно, если это, ну, если это позволяет ткань. Вот. После того, как она постиралась, вы начинаете ее гладить утюгом. Таким образом, клей начинает растрескиваться, и вам вот какой-то щеточкой можно это все чистить с одежды. Щетка, наждачная бумага здесь подойдет, там пилочка для ногтей в конце концов. Вот начинаете счищать таким образом. Вот. 2 способа снять ремувер с одежды. Снять с рук. Если у вас нет вот именно кожной реакции на клей, то лучше подождать, пока он застынет. То есть, опять же, если вы намазали и вы начинаете там его стирать, вы, наоборот, все это размазываете, и как будто бы дело ухудшается. Но, в принципе, если у вас, опять же, нет реакции там, на клей сразу там мгновенной, если вы испачкали руку, допустим, то ничего страшного. В общем, клей на вас прям застывает, и, значит, несколько раз идете, моете руки. Ну, чаще всего это руки. Просто, конечно, я знаю экстремальные случаи, когда клей попадал прямо в глаз. Представляете себе? Это очень страшно. Здесь как бы самим ничего сделать нельзя. Значит, мойте руки в горячей воде, и, соответственно, клей просто-напросто полимеризуется очень быстро. И все. И он сам по себе легко удалится. Вы можете буквально там его отшелушить тут же сразу, или он прям одной вот этой вот штукой снимется. Значит, ремувером также мы можем чистить камень, если вы работаете на камне, да, с клеем. Также вы можете чистить им там какие-то, не знаю, что еще можно почистить, пинцеты. Ну, то есть это все мы знаем. Вот, и прикиньте, попало в глаз, короче, клиенту. И у меня где-то в телеге, что ли, вот я такую историю описывала. И, кстати, кроме того, что мы же ресничники, наш клей совершенно похож на клей, ну, он не похож, а он совершенно практически такой же, как обыкновенный цианокрилатный суперклей. То есть то, что мы используем в быту. И я читала очень много статей, есть такие подтвержденные данные, что очень часто вот этот клей, как раз-таки суперклей, за счет того, что он визуально похож, его очень часто люди используют как капли для глаз, представляете? Ну просто перепутали и все, и закапали глаза. То есть вот такие случаи тоже бывают. Они чаще всего заканчивались как бы нормально, ничего там, ну, летального уж тем более, но как бы все было в порядке. Но вот и такие случаи могут быть. Может случайно какая-то капелька брызнуть. Значит, в таком случае мы что делаем? Мы идем промывать глаза. У меня где-то в Телеграм, короче, есть вот этот пост, я его писала. Промывание глаз и, соответственно, какую-то повязку и к доктору, пожалуйста, потому что это очень опасно. То есть сами вы начнете ковырять, это ничего вам хорошего не даст. То есть самим лучше такие манипуляции не производить, лучше обратиться к доктору, офтальмологу, тем более, что в любом населенном пункте есть там травмпункт, глазное какое-то отделение, в которое можно приехать, и вам там помогут, как бы квалифицированную помощь окажут.
Так, ну что, давайте вопросы, если есть. В личке всегда можно переписываться. Вот, читайте мои статьи, если вам интересно, слушайте подкастик, поэтому вот все, наверное, то, что я хотела сказать. Минутка рекламы. У меня есть YouTube канал, там есть ролики. У меня есть подкаст на Apple и на Яндекс.Музыке, и ВКонтакте тоже. Там, короче, у меня 2 эпизода. Один просто про лэшмейкеров, а второй посвящен чемпионатам как раз таки вот чемпионаты. Там постоянно добавляются свежие разные выпуски. Я там рассказываю всякие истории из жизни, ну, короче, всякие штуки. В телеграм-канале у меня тоже моя писанина, типа, ну, из жизни, короче, все такое. Вот, ВКонтакте я пишу статьи, там, кстати, есть также по снятию, искусственных ресниц, пост. На «Дзене» также у меня там все подряд: и статьи, и эти, и видео, все такое. И на моем сайте официальном тоже eplsh.ru есть программы обучающие, чё я предлагаю, все это есть. Вот. Я провожу только очные обучения, поэтому, пожалуйста, добро пожаловать в Москву. Все, кто желает на какое-то повышение, то добро пожаловать, всегда всем рада делать. Привет, пока. Все, спасибо вам большое за эфир. Реально благодарю за внимание. Несмотря на все сложности, вот видите, мы справились. Мое домашнее задание для вас сегодня — отдыхать и чувствовать себя прекрасно, потому что понедельник — сложный день. Вот. Пишите реально. Ну, пишите только хорошее, ладно? Плохое я и сама знаю. Все, я закончила.